Меня зовут Андрей Дуйко. Вы, наверное, уже увидели это в информации, которая была на лендинге, которая говорила о том, что необходимо срочно прийти на эзотерический семинар, который называется «Школа Кайлас». И сразу же стоит вопрос, который звучит так. Чему может научить мужчина, который пришел и сидит перед вами, и должен ли он заниматься каким-либо учением? В свое время я начал изучать информацию, которая была связана с деньгами и или там с отношениями, или посещать какие-либо психологические тренинги, и очень часто попадались такие слова, которые звучали так: энергия денег, энергия любви. А кто знает, что это энергия жизни, а что это такое? То есть что это за энергия, каким образом эта энергия должна быть, как она формируется? Кто-нибудь может об этом сказать? Вы представляете, на первое место во время того, когда мы будем проводить вот эту первую ступень, я поставил для себя целью научить вас за эту первую ступень чувствовать эти энергии, и я объясню, и чем мы это чувствуем, и как мы это чувствуем, и каким образом это в нашей жизни, каким образом мы этим в нашей жизни можем управлять. Разве это не интересно? Вот смотрите, энергия денег возникает в человеке в тот момент, когда он начинает, не пишите сейчас пока, когда он начинает думать о деньгах, переживать о деньгах и так далее. Поэтому здесь говорится о том, что измени переживания, значит автоматически изменится формирование и приход этого в нашу жизнь. Присаживайтесь, где есть свободное место. Но начнем из правил. Самое интересное, наверное, это то, что я полностью изменил подход к эзотерике в своей школе. Поэтому у вас будет очень-очень интересная ступень. Я вам объясню почему. Прямо за ближайшие 30 часов вы полностью поменяете свое мировоззрение. И что произойдет? Ребята, я могу с вами поспорить. Если вы в течение этих 10 дней не поменяетесь, и у вас не улучшится цвет лица, а также вы не успокоитесь, у вас не увеличится материальное благополучие, то тогда я готов буду вернуть вам ваши деньги. Классно, да? Почему? А вы знаете, что многие эзотерические системы, которые есть в интернете, они не очень правильно работают? Ну, допустим, один из примеров. Вот смотрите, кто-нибудь из вас видел когда-нибудь видео, где написано «Привлекаем в жизнь материальное благополучие в виде денежного дождя»? Помните? Запусти этот денежный дождь, пусть эти деньги на тебя льются в виде дождя, пусть все в твоей жизни там зальется дождем и так далее. А теперь давайте рассмотрим, каким образом это может работать. Вы представляете, оказывается, когда я грязный и выйду под дождь, то такая грязь с меня полностью стечет, если я подкупаюсь под этой водой. Согласны с этим? Смотрите, если я вышел под дождь и я грязный, это смоет с меня эту грязь? Согласны с этим? Смоет или не смоет? Смоет. А что растет у нас из земли? Из земли растет у нас травка, посаженные семена, это в дальнейшем является пищей. Согласны? Тогда что дает пищу человеку? Земля все-таки или дождь, который течет из неба? Какой дождь? Дождь наоборот смывает. То есть есть, конечно, земля, то есть все, что дает земля, или называется по-другому сатвическая, земельная энергия, это то, что и является прообразом тела материального благополучия. Но сейчас об этом писать не будем. Поэтому, если я гипотетически даже начну представлять, будто на меня льется дождь, который будет литься из денег и автомобилей, то они навсегда лишат меня в моей жизни появлению денег и автомобилей в дальнейшем. Согласны с этим? Вы представляете, какой кошмар! Естественно, когда ребята ко мне приходят и говорят: Андрей, мы тебя жестко ненавидим. Я говорю, почему? Потому что ты разбиваешь какие-то философские воззрения, которые связаны с теми практиками, которые мы делали. Ну послушай, я же ни при чем. Я сижу себе тихонечко, у меня и деньги, и хорошая семья, все есть. А вот ты очень долго используешь данные методы, у тебя это есть. Он говорит, а как-то, когда начал использовать, что-то все исчезло в жизни. Находя большое количество информации, которая была связана с эзотерикой и определенными взглядами или философскими воззрениями, у меня возник вопрос. Он звучит так: зачем мы живем? И тут начинается: мы живем, чтобы сказку сделать былью, мы живем для того, чтобы... Друзья мои, вы представляете, это сводится только к двум словам. Вы представляете, есть эзотерические правила, я сегодня хочу вас с ними познакомить. Итак, эзотерическое правило номер 1 звучит так.
Человек проживет свою жизнь от начала и до самого конца, хочет он этого или нет. Представляете? Человек проживет свою жизнь от начала и до конца, хочет он этого или нет. И здесь начинаются вопросы. Андрей Андреевич, ну здесь же непонятным становится. А у меня квартиру забирают, у меня машину забирают. Мне плохо или мне хорошо? Друзья мои, давайте еще раз. Есть понятия, которые даны от рождения человеку. Родившись один раз, он умрет тоже один раз. Согласны с этим? Поэтому забирают у вас квартиру. Или плохо вам, или хорошо. Знайте, что существует закон, который звучит так. Если ты родился, знаешь, когда-нибудь ты умрешь. И обязательно проживешь свою жизнь от начала и до самого конца, независимо от того, хочешь ты этого или нет. Нравится тебе это или нет? Болеешь ты или не болеешь? Плохо тебе или хорошо? Кто с этим не согласен? Смотрите, если вас что-то не будет устраивать, вы должны мне сказать: Андрей, вы не правы, и после этого я попытаюсь объяснить мои взгляды, а вы попробуйте свои, хорошо? Хочу сразу посоветовать, не рекомендую. Почему? Ну, потому что вы деньги заплатили, что тратить время. Итак, закон номер 2, который звучит так. Жизнь устроена только для того, чтобы человек начал испытывать только 2 элемента. Вы представляете, нету знаний никаких, есть только 2 элемента, и вы ради этих элементов живете. Это получение радости и получение страданий. Офигеть, скажет кто-то, да? Вы представляете, вы в своей жизни живете для того, чтобы получать радость или получать страдания. Кто может с этим, кто может попротиворечить этому? Вот смотрите, я кушаю, получаю радость, правильно? Я не ем, получаю страдания. Согласны с этим? Поэтому Бог устроил человека для того, чтобы он испытывал только 2 максимальных чувства. Или жизнь человека устроена по принципу, где он должен либо страдать, либо получать от жизни радость. Разве это не так? Вот послушайте, давайте еще раз я скажу. Молчание знак согласия. То есть есть второе правило. Смотрите, первое правило звучит так. Несмотря ни на что, хотите вы или нет, вы эту жизнь проживете от самого начала до самого конца. Согласны? И второе, эта жизнь делится на 2 части. Вы в этой жизни должны получать либо радость, либо страдания. И как же это происходит? И здесь еще третье открытие, которое звучит следующим образом. Я расскажу это в виде истории. Однажды 2 человека зашло в очень красивый дворец. Этот дворец весь был выложен из золота. И 2 человека зашли во дворец. Но у одного было ориентирование найти во дворце пыль, а у другого человека была ориентация увидеть, какой этот дворец красивый. Когда они походили и оба вышли на улицу, один другому задал вопрос: ну как тебе дворец, понравился? Он сказал ему: нет, почему? Там было много пыли. Таким образом, люди ориентируются сами на то, чтобы либо получать осознанно страдания, либо испытывать осознанно радость. Согласны? Поэтому третий закон, который устроил людей, звучит так. Человек, несмотря ни на что, проживающий жизнь, ориентирован на то, чтобы испытывать страдания или испытывать состояние радости, в случае, если он на это ориентируется. Потому что ориентир на то, чтобы испытывать состояние страдания, это очень частый ориентир у людей. Кто с этим не согласен? А скажите, вам интересно? Вы... Никто еще не хочет уйти? Жаль. Ура. Но здесь есть еще одна особенность или ключевая черта. Вот смотрите, в случае, если человек ориентирован на состояние страдания, то что же заставляет этого человека страдать? И давайте я вам сразу скажу, что человека заставляет страдать. Воспоминания очень часто человека заставляют страдать. Таким образом, если воспоминания негативные, которые мы тянем на протяжении своей жизни, то они начинают или заставляют нас страдать прямо сегодня. Человек ориентирован страдать, потому что он очень часто что-то вспоминает. И, как правило, он вспоминает только негативное. Друзья мои, кто проходил, наверное, НЛП-программирование, а также общие системы психологического анализа, может сказать, если найти первопричины ужасов, то тогда можно изменить что-то в светлом будущем. Это полная ерунда. Я объясню почему. Зачем искать плохое? Вспомни плохое, плохое произойдет. Почему бы не начать находить хорошее? А если начать вспоминать хорошее, будет ли происходить хорошее? Да, поэтому совет номер
не знаю какой, звучит так. Почему бы на протяжении своей жизни помнить только хорошее? Серьезно, у вас что, мало было хорошего в жизни? Почему вы тогда ориентируетесь на то, чтобы вспоминать только плохое? Вот разве было у вас, Инна, у тебя было хорошее в жизни? Лена, кто ты? О, видишь. Жень, у тебя было хорошее в жизни? А вы представляете, оказывается, человек так устроен, если он в своей жизни начинает вспоминать только плохое, то он и ориентируется на все плохое, как в этом большом-большом помещении, которое является дворцом, где один человек видит пыль, потому что он ориентирован на пыль, а другой человек ориентирован на то, чтобы видеть дворец. Класс, скажите. Боже, как удобно оказывается, да? В случае, если человек ориентирован на то, чтобы видеть вместо пыли дворца, я дальше расскажу, как это использовать, то тогда он должен быть ориентирован в прошлом на те события, которые в его жизни происходили. Я вам скажу так, постарайтесь в своей жизни не вспоминать, потому что в случае, если вы вспоминаете плохое, то это никак не повлияет ни на что, что будет происходить сейчас. И вот этому доказательство. Есть ребенок, этот ребенок бежит через дорогу, и в этот момент нянечки не досмотрели, и ребенка кто-то сбил на машине. И в этот момент родители начинают выяснять отношения, в чем причина, что его сбили. Скажите, что важнее, найти причину, что его сбили, или начать помогать этому ребенку? Тогда причины, которые есть у человека, которые привели к чему-то, они не такие существенные, как нам об этом говорят. Согласны? Интересная философия. Таким образом, в случае, если принять эту философию, то можно разделить человека на 3 элемента восприятия. Итак, память, которая находится в середине меня. Давайте вы пишете это, да? Итак, что приводит человека к страданию? Итак, первое, что, как хотите. Вообще, по идее, это наши правила. Что приводит, помните, я вначале сказал, что приводит человека к страданию и что приводит человека к состоянию радости, да? Итак, к состоянию страдания человека приводит 3 причины. Осознание памяти в середине себя. Осознание памяти в середине себя. Кто был на первой ступени раньше? Скажите, отличаются? Да. Посмотрим, как. О, посмотрим, как дальше. Дальше будет все по-другому. Итак, осознание страдания в середине себя происходит по принципу памяти в середине себя. Вот смотрите, здесь вот такой вот есть элемент. Мы вышли, допустим, с Евгением сейчас на улицу, и он идет и не видит неба. Я ему говорю: Женя, посмотри, какое небо. Вы представляете, я его оскорбил. Каким образом я его оскорбил? Я ему сказал, что ты такой идиот, извиняюсь, Женя, что не видишь этого неба, оно красивое. Видно, ты черствый, видно, ты неэстетичный, видимо, ты какой-то никакой. А я тебе с позиции своего эстетизма, я не знаю, там какое-то знание, какое должно быть небо, потому что я его очень часто сравнивал, я тебе теперь должен рассказать и показать, какое оно может быть. Я его этим унижаю. Вы представляете, люди между собой равны. В случае, если один человек без денег начинает обучать другого человека, то фактически он его уже унижает. Представляете? Таким образом, когда я начинаю обучать просто так чему-либо, то таким образом я начинаю говорить, что я умнее тебя, я богаче тебя и еще что-то. Вот представляете, а это все есть в нашей памяти. Вы представляете, это в середине меня, эта память, которая находится в середине меня, заставляет меня быть. Вы представляете, жизнь устроена по принципу быть радостным или быть счастливым и страдать. Так вот, я начинаю страдать, если в середине меня находится память. И я плавно начинаю совершать ошибки, которые звучат так. Мир устроен по принципе конкуренции. Поняли? Люди все время хотят конкурировать. Это как бы элемент выживаемости. То есть все хотят конкурировать. Быть более богатыми, быть более умными, более молодыми, я не знаю, придуманная ужасная фраза, были более сексуальными, там еще какими-то. Но в целом, на самом деле, эта конкуренция, она не конкурентоспособная, потому что людей много. И эта конкуренция очень часто заставляет людей жить так, что они начинают либо ощущать, будто на них нападают, либо ощущать, будто они должны нападать. И этого в эзотерике не должно быть. Вы представляете,
страдания, которые вызывают минуты, которые вызывают у человека страдания, это минуты неверия, что ты одинаковый со всеми. И тебе приходится постоянно думать, нападают ли на тебя или тебе нужно нападать. Потому что ты стараешься быть конкурентоспособным. Так вот, неведение конкурентной борьбы является элементом эзотерики и позволяет человеку конкурировать. Как я потом расскажу. Неведение войны, неведение, серьезно. Как это сделать, я это расскажу на протяжении вот этих дней, интересных дней, которые я проведу вместе с вами. Отсутствие конкуренции. Вы представляете, что же мне может дать та история, которая у меня есть? Вот смотрите, моя история мне может дать только две вещи. Итак, первое, я закончил институт, я учился там, у меня были такие знания, у меня были такие. Скажите, насколько это важно для меня? Это не важно. Почему? Почему-то я о знаниях не вспоминаю, но о том, как меня побили в школе, вспоминаю. Согласны, да? Почему-то я не помню, как мы учились там где-то в школе, но зато помню, как мы выпивали там, и после этого бродили пьяными. Тогда вопрос, что важнее у нас в наших воспоминаниях? Эмоции, наверное, важнее. Согласны с этим? Тогда тут же стоит такой вопрос. Тогда являются ли знания, которые мы получаем на протяжении жизни, такими же уж важными? Нет, друзья мои, знания не являются важными, потому что знаниями являются только элементы, которые делят нашу жизнь, которую мы прожили, с позиции, насколько мы были радостны или насколько мы страдали. Да? Правильно где-то я говорю, наверное, да? Вам интересно то, что вы слышите? Или я перейду к другой теме? О. Таким образом, уже легче становится, скажите. Таким образом, если человек... Еще нет? Еще нет. О, понял, понял. Таким образом, в случае, если человек начинает тянуть за собой хвост, и он начинает говорить, что для меня очень важно, насколько я взрослая, для меня очень важно, насколько я деловая, для меня очень важно, насколько я богатая, для меня очень важно, то она, получается, тянет историю, и эта история не настоящая, потому что единственная история, которую она может тянуть, то, насколько я радовалась в своей жизни. То есть я получала информацию, от этого радовалась. Тогда условно можно назвать радость еще одним словом, которое звучит так. Радость равняется получению от жизни удовольствия или состоянию удовольствия. Но здесь я обычно не использую это слово. Объясню почему. Наш извращенный мир, в котором мы живем, социум, он сделал удовольствие чем-то немыслимым и очень искаженным для обыкновенного человека. То есть для нас напиться является удовольствием, а видеть, как растут наши дети, не является удовольствием. Тогда наш социум не может говорить об удовольствии в априори совершенно. Почему? Потому что я лично не считаю, что человек должен выглядеть сексуальным. Я лично не считаю, что быть богатым человеком или бедным, это может создавать для человека состояние удовольствия. Но я считаю, что видеть каждый день, как растет мой ребенок, это удовольствие. Просыпаться рядом с любимой женщиной и смотреть на ее лицо каждое утро, как будто в первый раз, это удовольствие. Не носиться с рюкзаком тех амбиций, которые создала моя история во мне, является удовольствием. Да? Почему? Почему бы это не забыть? Почему? Нужно быть ориентированным на радость, вы представляете? Помните, я говорил в самом начале, два человека посетили дворец. Один был ориентирован увидеть пыль, то есть страдать, а второй человек был ориентирован увидеть яркость, получать от жизни удовольствие. А ведь любые слова, которые звучат так: кушаю, удовольствие. Какие вы еще знаете удовольствия? Сплю, удовольствие, засыпаю после тяжелого дня, удовольствие, просыпаюсь, удовольствие. Дети заговорили, удовольствие. Но вчера ребенок первый раз сказал та-та-та, ти-ти-ти, знаете. Еще и так, та-та-та-та-та. Таким образом, видеть, как этот ребенок растет, удовольствие. Вы понимаете, так плавно жизнь накапливает большое количество удовольствия. Вы представляете, тогда оказывается весь исторический опыт нашей жизни, в котором находятся любые наши достижения в виде конкуренции, они для эзотерики не имеют никакого значения. Вы представляете, да? Почему? Они только мешают нам. Что мешают нам? Через призму этого опыта испытывать или получать от жизни радость и удовольствие. Да? Где-то есть разумное звено в этом всем. Согласны, да? Таким образом, то, что вы
Имеете высшее образование, я вас поздравляю. Вы из семьи князей, отлично, друзья мои, это очень хорошо. У вас есть еще и медицинское образование, да, и вы НЛП-тренинги прошли у Ковалев. Отлично, я вас с этим и поздравляю. Только это не имеет никакого значения. Почему? Любая история, которая есть у человека, в дальнейшем приводит его к страданию.